Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», смотрите это видео. Вы будете знать о том, как молодые люди обманули одного мужика. Написал комедию Мольер в 1670 году. События происходят в Париже в тот же период. Это комедия в 5 действиях. В первых постановках роль господина Журдена играл сам Мольер. Итак, представьте дом богатого мужика, которого зовут Журден. В доме общаются учителя танцев, музыки, певцы, скрипачи, танцовщики. Они все ждут хозяина. Дело в том, что у Журдена завелись в голове тараканы. Он помешался на теме дворянства, он сам захотел стать дворянином. Поэтому нанял всех тех, кто мог бы помочь ему стать настоящим дворянином. Конечно, учителя рады, столько денег срубят с Журдена. Учитель танцев говорит учителю музыки, что жаль, что Журден вкуса не имеет. Все-таки приятно, когда ученик хоть немного разбирается в том, чему учится, а не просто так деньги платит. Появляется сам Журден. Пацаны, я тут халат прикупил. Такие носят дворяне. Как вам? Супер. Поражены вашим вкусом, господин Журден. Кстати, кроме учителя по танцам и музыке, Журден нанял учителя фехтования и философии. Журден сегодня ожидает на обед какого-то важного гостя, а пока он учится. К нему на занятия приходит учитель фехтования. Во время занятия учитель сказал, что именно владение рапирой можно назвать самым важным умением для дворянина, а не какие-то там танцы и пение. Пацаны возмутились после такого наезда. Если бы не Журден, быть бы драки. Он успокоил своих учителей. Появляется учитель философии. Журден просит его помирить пацанов. Легко. Парни, я вас примирю. Философия – вот самая главная наука, а все остальное – отстой. Ну и началась драка. После драки потрепанный учитель философии начал занятие. Он предлагает начать с логики. Журден говорит, что сложная какая-то эта логика. Не нужно с нее начинать. Окей, тогда займемся этикой. А это еще что такое? Давайте тоже без нее. Может, физика? Не надо. Давайте лучше правописанием займемся. Они начали издалека. Учитель рассказывал, как нужно произносить гласные и согласные звуки. Журден был в восторге. А потом сказал учителю, что влюблен в одну великосветскую даму. Помогите мне написать для нее записку. Не вопрос. Прозу или стихи. Ни то, ни другое. Это как? Ни то, ни другое. Нужно хоть как-то написать. Или в прозе, или в стихах. Да, точно. Ну ладно. Нужно написать так. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Круто? Круто. Договорились о следующем уроке завтра. Учитель ушел. Появляется портной, который принес Журдену новый костюм. Подмастерья надевают его на Журдена. Они все ему лижут задницу, а Журден раздает им за это щедрые чаевые. Ведь ему так приятно слышать, когда к нему обращаются «Ваша милость», «Ваше сиятельство», «Ваша светлость». Журден в новом костюме хочет пройтись по городу. Подходит служанка Николь, смотрит на хозяина и ржет. «Чего смеешься?» Смешно, потому что. Надо мной смеешься? Простите, но да. Входит жена Журдена, тоже смеется. Говорит, что в таком виде ему нельзя появляться в городе. Над ним и так все потешаются, а тут еще и новый повод всем дать. Жена не понимает, для чего он учит танцы, фехтование, ведь он уже старый. Ты бы лучше подумал, как дочь удачно выдать замуж. Потом подумаю. Я сейчас разные науки изучаю. И, например, знаю, что сейчас я говорю прозу, а не стихи.
Круто!» Жена и служанка переглянулись. Журден попросил Николь произнести звук «у». Та легко это делает. И в чем подвох? В том, что ты вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней. Понятно? Круто. Журден хочет показать свои навыки в фехтовании. Дает Николь рапиру и просит уколоть его. Та с легкостью это делает. Журден возмущается, что она его колет не по правилам. Жена понимает, что Журден изменился после того, как стал встречаться с одним графом. «Он с королем общается», — говорит Журден, — «и со мной. Это для меня большая честь». «Ага, и деньги у тебя занимает». Именно этот граф приходит к Журдену. Его зовут Дарант. Он хвалит костюм Журдена. «Блин, супер! Ни у кого при дворе такого нет. Крутяк, Журден. Я тут сегодня был у короля, о вас с ним говорил. Кстати, я там вам кое-что должен». «Да», — говорит Журден, — 15 800 ливров. «Точно. Одолжите мне еще 2200, и я буду вам должен ровно 18 000. Жена говорит мужу, что граф разводит его как лоха. Лох пошел за деньгами. Когда вернулся, граф ему тихонько сообщил, что он пригласил на обед ту маркизу, которую хочет Журден. А согласилась она после того, как граф передал ей бриллиант от Журдена. Сам Журден уверяет графа, что свою жену он отправит к сестре, и она не помешает ему ухаживать дома за маркизой. Жена подозревает, что муженек хочет сходить налево, но сейчас ее главная забота – выдать дочь Люсиль замуж. В нее влюблен парень по имени Клеонт. Госпожа Журден хочет выдать дочь за него, а служанка Николь хочет выйти замуж за слугу Клеонта, Кавьеля. Она встречает их обоих, но те как-то странно с ней общаются, называют ее негодной девчонкой. Николь нифига не понимает. Оказывается, что эти два влюбленных идиота нафантазировали себе, что Люсиль и Николь их не любят, и стали говорить о них все самое плохое. Появляются девчонки. «Пацаны, что с вами? У вас все хорошо? Мы с вами не разговариваем. Вы изменницы». «Это потому, что утром я с тобой не поздоровалась?» — спросила Люсиль. «Да. Не ты меня бросаешь, а я тебя». Ведут себя как дебилы. Люсиль им все объяснила. Она утром проигнорировала Клеонта, потому что шла со своей ненормальной теткой. Тетка считает, что все мужики козлы, потому она и не здоровалась с ним. Все просто ведь. Появляется госпожа Журден. Она говорит Клеонту, что сейчас подойдет ее муж, и он должен будет у него попросить руки Люсиль. Приходит Журден. Клеонт просит у него разрешения жениться на Люсиль. «Юноша, вы дворянин?» «Нет, но я из уважаемой семьи». «Да пофиг, до свидания». Госпожа Журден вступилась за парня. Говорит, что они-то сами не дворяне. Чего выпендриваться? Уж лучше дочери выйти за честного и богатого мещанина, чем за нищего дворянина. Но Журден стоял на своем. Его дочь должна выйти за маркиза или герцога. Клеонт расстроился. Госпожа Журден его успокаивает, мол, что-нибудь придумаем. Придумал его слуга. Кавьель предложил провернуть с Журденом один трюк. Тем временем на обед пришел граф Дарант с маркизой Дарименой. Граф оказался еще тем говнюком. Он сам ухаживает за маркизой и привел ее в дом к Журдену, чтобы побыть с ней и ее не компрометировать. А все те подарки, которые делал Журден для маркизы, он делал их от своего имени. И, конечно же, дама растаяла. А она, кстати, была вдовой. Журден встречает гостей. Граф ему говорит, чтобы он не упоминал ничего о подарках для маркизы. Он знакомит Журдена с ней. Тот радуется, как щенок.
Журден для маркизы организовал роскошный обед. Во время этого обеда певцы пели для гостей. Журден всячески домогается маркизы. В этот момент входит госпожа Журден. Понятно, почему ты меня к сестре отправил. Понятно, на что ты деньги тратишь. На баб каких-то. Граф Дорант говорит, что обед за его счет. Ага, я что, идиотка, говорит госпожа Журден. А ты кто такая? Это она маркизе. Вали отсюда. Маркиза ушла. Следом за ней убежал граф. Журден остался сам. К нему приходит переодетый Кавьель. Он говорит, что был знаком с отцом Журдена, а его самого помнит еще ребенком. К тому же Кавьель называет отца Журдена дворянином, чем сразу располагает его к себе. Кавьель говорит, что в Париж приехал сын турецкого султана, и что он влюблен в дочь Журдена и хочет стать его зятем. Чтобы сам Журден соответствовал высокому статусу, сын султана хочет дать Журдену высокое звание – мамамуши, то есть по-понятному паладин. Классно! Вот только моя дочь вряд ли захочет за него выйти, потому что влюблена в одного местного парня, Клеонта. Все в порядке. Сын султана как 2 капли воды похож на Клеонта, потому Люсиль с радостью выйдет за него. Появляется переодетый Клеонт. Журден счастлив видеть человека такого высокого ранга у себя дома. Тем временем Кавьель рассказывает графу Доранту о своем плане обмануть Журдена и просит графа подыграть им. Тот соглашается. Над Журденом люди сына султана проводят церемонию посвящения в мамамуши. Они выгоняются с него, бьют палками, типа так надо. Госпожа Журден смотрит на мужа и поражается его идиотизму. «Нифига, я теперь мамамуши», говорит он ей. Тем временем граф Дорант возвращает маркизу. Он обещает ей незабываемое зрелище в доме Журдена. Маркиза впечатлена тем, сколько граф тратит на нее денег, и тут же соглашается выйти за него замуж. Граф с маркизой показывает свое восхищение новым титулом Журдена. Сам Журден зовет свою дочь, чтобы сказать, что ее руки просит сын турецкого султана. «Да ну нафиг, не пойду я за этого клоуна», говорит девушка. А потом узнает в турке своего Клеонта. «Отец, я вас так люблю, что сделаю так, как вы скажете. Турок, так турок. Выйду за него». Появляется госпожа Журден. Она говорит, что не позволит свою дочь выдать замуж за какого-то клоуна. Кавьель тихонько ей все объясняет. «Ладно, пусть выходит за турка», говорит госпожа Журден. Она распоряжается пригласить нотариуса, чтобы поженить их. Тогда и граф говорит, что он с маркизой тоже воспользуются его услугами. Они тоже поженятся. И тогда госпоже Журден не придется ревновать. «Круто придумал», говорит Журден графу. И пока они все ждут нотариуса, то смотрят балет. На этом все, друзья. Реально слабенькая пьеса.